Друзья, приветствую вас. Это выпуск выходного дня. Давайте рассмотрим, какие данные SOT SFTC по позициям американских трейдеров вышли и как у нас закрылся Форекс ММВБ, какие позиции во фьючерсах по акциям, доллару, рублю, евро и другим активам. Так, ну давайте начнем, наверное, с активных буровых установок по данным Baker Hughes. Что здесь примечательно? У нас пошло падение числа активных буровых установок. Это связано с тем, что предыдущий промежуток времени происходило снижение цен на нефть. Соответственно, отыгрывают буровые, их закрывают, когда цены снижаются, но все равно текущий формат цен, когда находится 37-42 и даже более, он достаточно более или менее приемлем для американских нефтяников. И, собственно говоря, текущий диапазон цен на нефть конкурентен тем ценам на нефть, которые были в промежуток 2004-2005 год. Ну и, собственно говоря, по количеству вышек мы где-то сейчас и выходим на то, что было в середине 2005 года. Ну и здесь, собственно говоря, реализовался в полном объеме сценарий, потому что в 2009 году, когда нефть падала до 37 долларов за баррель, минимальное количество было 180. Сейчас, соответственно, мы получили там в районе 170-180 минимальные значения активных буровых вышек. Вот. Ну и текущий формат просто указывает на то, что нефть, она все-таки отскочила от каких-то минимальных значений. Может быть, будут какие-то задерги на 35, 33, даже на 29-30. Вот. Но в целом текущий диапазон цены 37-42, он вполне комфортен. Сейчас даже цена находится выше, соответственно, то, что перестали расти вышки, говорит о том, что где-то вот вблизи равновесия текущие цены, но по крайней мере это равновесие, оно какое-то время еще будет сохраняться на протяжении там, наверное, года, может быть и больше, и все вот эти пляски цены будут вокруг текущего диапазона. Сейчас мы вышли повыше по нефти. Вот, и ближайшая цель 45,5. 45,5 будет достигнута, там посмотрим, какие процессы по нефти будут протекать. Так, далее по алюминию. Лонги, тут небольшое изменение, в общем-то все в пределах нормы. Ну и как мы знаем с вами, алюминий это самолетостроение. Пока особых сдвигов самолетостроения не намечается. Вот я в пятницу давал выпуск по поводу данных Всемирной торговой организации. Там была приведена статистика по поводу того, как восстановились и сейчас начали проседать международные авиаперелеты. Пока не будет восстановления экономики, восстановления авиасообщений, на алюминий спрос, скорее всего, существенно не вырастет. Но здесь есть и обратная корреляция. Как только намечается значительный рост устойчивый в алюминии, это может быть предвестником того, что мировая экономика будет отскакивать и начнет устойчиво расти. Так, далее по меди. Но по меди здесь идет рост. Идея текущего роста – это восстановление китайской экономики, по крайней мере, которая на цифрах сейчас происходит. Вот. Ну и здесь надо четко понимать, что даже если будут кризисные явления, и мы увидим второе дно, скорее всего это либо не приведет к существенному падению меди и спросу на медь, либо даже если приведет, потом будет существенный отскок, потому что все зеленые технологии это электроэнергия, а электроэнергия это медь. Медь это наиболее эффективный и оптимальный по сочетанию цена и качество проводник. Так, ну и что мы видим? По нефти идет рост позиций лонгов. На самом деле, если график рассматривать, текущее движение, оно идет пока в рамках боковика, который идет от 430 до 500. И текущий рост, он, конечно, позитивен, но нельзя сказать, что здесь пошел какой-то значительный позитивный прорыв наверх. То есть здесь все в рамках проторговки, и возможно от 45,5 по нефти мы увидим отбой и движение назад вниз по направлению 39,62. Так, а вот по золоту наметился рост позиций. Всю неделю беспощадно золото валили, вакцины эти чертовы. Вот. Но на самом деле, то, что деньги будут печатать, возьмет золото свое, потому что это номер один средство от инфляции, которое связано с увеличением объема предложения денег. Вот. Ну и мы видим, что у нас новую неделю ожидания по отскоку на золото.
выросли на 12 тысяч лонги. Это достаточно позитивно. Так, далее NASDAQ. Тут позиции американских спекулянтов, игроков, они практически не изменились, немножко увеличился шорт. Вот. Но здесь как бы мы все видим, что находимся в текущий момент в боковике на вершине. Так, вот по природному газу пошла просадка. Ну, опять же, пока не очень большое снижение, но скорее всего мы увидим в начале недели движение вниз по ценам на природный газ. По S&P небольшой прирост, но все это опять же, как и в случае с NASDAQ, это проторговка, которая на хае проходит. Так, далее по серебру. Но по серебру здесь небольшое снижение, но это больше похоже на случай, который вот здесь с NASDAQ, когда на хаях начинается боковик. Вот, я думаю, все-таки по серебру мы пойдем выше. Но поскольку есть достаточно высокая степень корреляции между этими значениями и движением цены в начале недели, то возможно, что в понедельник, вторник, среду по серебру будет либо боковик, либо может быть, ну здесь как бы для просадки, наверное, уже оснований нет, поэтому я думаю, все-таки будет боковик, и потом посмотрим на движение, но все-таки серебро, я думаю, по нему будет рост паровозом за золотом в данном конкретном случае. Так, что здесь у нас еще? У нас еще рубль. Ну смотрите, рубль-доллар здесь ни жив, ни мертв. Все в районе нуля идет. То есть нет там десятков тысяч ни лонгов, ни шортов. Все, кто надо, вышли и сейчас наблюдают со стороны, что там будет с рублевыми активами. По евро произошли небольшие проседания лонгов. Но опять же, то есть по евро, я так думаю, сейчас откат произошел, и вполне возможно мы увидим волну роста и укрепления евро. Так, ну вот они, лонги по евро, немножко они просели, чуть-чуть. Но на что хотел обратить внимание, здесь, я думаю, все-таки будет какое-то возвратное движение на рост, ну и, соответственно, рост лонгов – это рост цены. Вот, потому что мне так кажется, что с евро история еще не закончена. Вот, только внезапное впадание в кризис может на какое-то время курс евро поколебать, евро начнет проседать. Вот. Но в целом, я думаю, по евро пока позитивные ожидания. Ну вот 1.23, 1.24 высока вероятность того, что мы на обозримом горизонте этот уровень сделаем. Даже если пойдет просадка на 1.13, вот, и дальше там есть масса мнений о паритете и так далее, то сначала, я думаю, все-таки более вероятна отработка 1,2 и 1,23,5. Так, друзья, ну и далее Форекс ММВБ. По РТС юрики делают ставку на то, что будет небольшой откат и боковик. По Сбербанку здесь ставка на то, что пойдет продолжение корректирующего отката. Так, по национальному достоянию здесь, скорее всего, ожидают боковик. Но боковик, возможно, пойдет с тестом нижней границы, поскольку лонги подрезали, шорты увеличили. Но я думаю, что по Газпрому сейчас должно быть все хорошо. Это наиболее вероятный сценарий. Единственное, только смущает то, что лонги по газу начали падать. Ну и там немцы какой-то закон об отказе от поддержки Северного потока внесли. Ну тут, мне кажется, это мыльная опера, она уже туда-сюда ходит, и она по большей части свой негатив отыграла. Так, Норникель, но здесь движение ожидают в боковике и небольшое движение наверх. Как-то совсем слабая динамика по изменениям. Рубль-доллар. А вот здесь, кстати, ставка идет на то, что доллар будет к рублю укрепляться, потому что шорты резанули. Рубль-евро. Здесь также ставка на укрепление евро против рубля, потому что произошло наращивание шортов. Евро-доллар. Здесь ставка на рост евро. Но, кстати, по СОТ СФТС там небольшое снижение позиций произошло. Но здесь обращаю ваше внимание, что эти данные они не всегда бьются, и они касаются разного горизонта временного. То есть здесь вот это имеет высокую корреляцию с тем, что происходит в первой половине дня, либо в течение следующего дня. СОТ СФТС, они, как правило, оказывают воздействие определенное в течение начала недели, понедельник-среда, либо в течение всей недели. Так, и вот британский фунт, но здесь сделали хорошую ставку на рост британского фунта к доллару.
По нефти сделали ставку на рост, но в целом юридические лица по большей степени ожидают снижения нефти, потому что видите, сколько здесь коротких позиций. Но, конечно, это связано с тем, что кто-то из физиков открыл длинные позиции, но, как мы видим, здесь особого фанатизма, как ранее было, ставок крупных на рост нефти со стороны физиков нету. Серебро, серебро, серебро. Вот по серебру ждут отскока и роста. Тут вполне как бы такая очевидная картина. Золото. По золоту тоже ожидание роста, но здесь, я так понимаю, мы уже в понедельник будем закрепляться выше 1882 и, наверное, щупать уже 1894, может быть даже 1900. Природный газ. Ну, здесь напротив СОТ СФТС, здесь ожидают, что в понедельник он будет расти. Так, друзья, ну вот еще касательно СОТ СФТС, обращаю внимание, что я анализирую один параметр позиции, так называемые, американских спекулянтов. Там есть ряд групп. Вот, в свое время я проводил детальный анализ, но я пришел к выводу, что в моем случае для меня наиболее эффективно смотреть вот этот один показатель, потому что он дает достаточно воспроизводимый и хороший результат. Я поэтому стараюсь все сделать таким образом, чтобы оно было работоспособно и не вдаваться в многочисленные детали. Все, спасибо за внимание.